Я сменила много ролей. Девушка, женщина, мать, любовница, блудница, шпионка. Но при этом я всегда оставалась танцовщицей. Мой танец был священной поэмой, где каждый жест — слово. Жизнь сталкивала меня с негодяями и с достойными людьми. Я защищалась от нападок, использовала тех, кто использовал меня. Иногда я теряла, иногда обретала. Я не искала славы, богатства и бесчисленных любовников. Не стремилась кому-либо причинить боль или изменить мир. Моя жизнь промелькнула яркой бабочкой на солнце. Всю жизнь я мечтала об одном — о любящей семье. Хотела быть счастливой женой и матерью. Но моей мечте не суждено было сбыться. Святой Отец, я прошу вас, поторопитесь. Попрощайся с братиком, брось ему цветок. Ладно. Умница, он. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я прошу вас, не затягивайте, меня ждут дела. Как ты можешь? Неужели к любовнице собрался? Я не желаю обсуждать с тобой свои планы. Соболезную, дочь моя. Я отправил письмо в Амстердам, обратился с просьбой к сестрам-кармелиткам, и сегодня мне доставили ответ. Они согласились приглядеть за Нон, чтобы вы смогли устроиться на работу. Благодарю. Спасибо, Святой Отец. Мамочка, Что, золотко? а почему ты собираешь вещи? Твой братик сейчас с боженькой, а нам пора уезжать. На кораблике? Верно. И мы с тобой будем счастливы. А как же папочка? Он с нами не хочет? Ну что ты? Конечно, хочет. Но он сейчас занят. Иногда за счастьем надо ехать в далекие края. А у нас найдет? Закрывай глазки и засыпай скорей. Уже очень поздно. Где ты был? В джентльменском клубе. Хотел пойти в бордель, но вспомнил, что у меня есть жена. А вот и ты. Но он уснула. Вот это прекрасно. Значит, она не будет нам мешать? Не трогай!
Маргарет! Маргарет! Мерзавка! Святой отец, Капитан Маклеод, а я собирался сегодня к вам зайти. объясните, где моя жена? Ваша супруга требует развод. Она не вправе требовать. Пусть я по убеждению противник разводов, но ее решение я поддерживаю. Я спрашиваю в последний раз, где моя жена и моя дочь. В данную минуту они уже на борту корабля и направляются в Амстердам. Что вы сказали? Нет, остановитесь, капитан Маклеод. Вы убили собственного сына. Как вы посмели? Я любил его. Вы Он был убийца. болен. Вы Замолчи! убийца, капитан Маклеод. Амстердамер! Покупайте Амстердамер! Новый поворот в деле Маклеода! Великобритания вернет себе Ганновер! Подробности в свежем номере! Покупайте! Новый поворот в деле Маклеодов! Амстердамер! Там про Маклеодов? Я не ослышалась. Все верно. Тогда я куплю. С вас 1 флорин. Спасибо. Амстердамер! Свежий номер! Давно свою дочку видела? 2 дня назад монашки привели ее в зал суда на предварительное слушание. И как она? Очень скучает. И у меня сердце разрывается. А что твой муж? Он подал на развод. Но зачем-то он хочет, чтобы Нон осталась жить с ним. Да кто в своем уме отдаст ребенка пьянице и гуляке? Это же неслыханно. Регина! Вот ты где прячешься, красавица моя. Пора завтракать. Садись за стол. А ты ручки помыла, моя маленькая принцесса? Доброе утро. Мадам, доброе утро. Полагаю, Маргарет, вам нелегко заботиться о чужом ребенке, когда вас разлучили с собственным чадом. Да, мадам. Мне так ее не хватает. Она милая девочка, как Регина. Уверена, что завтра суд решит дело в мою пользу, мадам. Маргарет Зелли, возможно, навсегда лишат права воспитывать свою дочь. Решение будет вынесено сегодня, 12 числа. Сегодня? Вы сказали 12-го? Они солгали мне! Поскольку Маргаретта Гертруда Зелли не явилась на слушание, суд вынес решение в пользу отца, Рудольфа Маклеода, и постановил удовлетворить его ходатайство и назначить его единственным опекуном их дочери Жанны Луизы Маклеод. Я не против. Суд также постановил, что ввиду проявленного неуважения к суду и делу, вышеупомянутая Маргаретта Гертруда Зелли лишается права на апелляцию. Простите. Сядь!
С настоящего момента Маргарета Зелли лишается права на общение и встречи с дочерью Жанной Луизой Маклеод, за исключением оказий, разрешенных ее отцом, Рудольфом Маклеодом. В свою очередь, господин Маклеод, как единственный опекун, волен принимать все решения касаемо Жанны Луизы и обязуется воспитать дочь должным образом в отсутствии матери девочки. В помощь господину Маклеоду к Жанне Луизе будет представлена гувернантка, достопочтенная госпожа Тильда Стратман. Заседание объявляю закрытым. Пойдем. Держись на расстоянии. Как пожелаете. Нам ни к чему пересуды. Разумеется. Пойдем, милая. Смотри, вот она. В сторону. Снимай. Стойте! Туда нельзя! Там заседание! Господин Маклеод, позвольте спросить. Руди! Даже не вздумай. Тебе запрещено с ней разговаривать. Прошу, не забирай ее у меня. Умоляю. Умоляю. Полиция. Она нарушает судебный запрет. Арестуйте ее. Нет, это противозаконно. Меня обманули. Ты не вправе отнимать у меня дочь. Прошу, пожалуйста. Семья тебя мало заботила. Тебя волновали лишь наряды и поклонники. Теперь можешь наслаждаться ими вдоволь. Сжальтесь. Прошу вас, не забирайте мою девочку. Умоляю, умоляю. Госпожа, успокойтесь. Непозволительно так себя вести. Ваш сын, Норман Джон, умер в младенчестве. Правда, что это случилось по вашей вине? Ваша лошадь ждет вас. Вам лучше удалиться. Она не моя. Вы ее украли? Нет, месье. Лошадь никто не крал. Госпоже ее одолжил месье Молье, у которого я работаю. Будьте любезны, предъявите документы. Меня зовут Габриэль Острюк. Я даю уроки верховой езды в школе месье Молье. Срочно в вечерний номер. Возмутительно. Если то, что они пишут, правда, это чудовищно. Добрый вечер. Мадам, месье. Надо поговорить. Ноги твоей больше не будет в нашем доме. Даю тебе на сборы полчаса. На меня оболгали. Мой муж все подстроил. Как я сказала, у тебя полчаса. Ну куда мне идти? Мне некуда идти. Заплатите ей жалование, мой дорогой. Если к 9 часам ты все еще будешь здесь, я вызову полицию. Умоляю вас, господин Паттерсон, не выгоняйте меня на улицу. Боюсь, тут я не в силах. Пойдемте. В этом месяце вы проработали около 2 недель. 12 дней. Извольте ваше жалование. Я тоже готов воспользоваться вашими услугами. У меня есть скромная квартирка неподалеку от порта, исключительно для деловых свиданий. Но ей нужна женская рука. Вы не пожалеете, милочка? Я очень щедр. Мерзавец. Дрянь. Подайте на пропитание. Прошу вас. Какая дамочка. Сбежать вздумала. Отдавай деньги. Живо. Отпустите. Может, тогда и У отпустим. меня нет денег. Какая жалость. Тогда давай развлечемся. Да, приласкай нас. И мы тебя приласкаем оба. Уверен, ты разберешься, как залезть ко мне в штаны.
Эй, подонки, оставьте ее в покое! Попадетесь мне еще раз, убью! Все хорошо? Присядьте. Прошу, садитесь. Вы целы? Спасибо вам. Меня зовут Сайрус. Что вы здесь делаете? Я шла к мадам Полин. Хотите у нее работать? Конечно, нет. Я хотела увидеться с подругой. Ясно. Тогда позвольте, я вас провожу. Идемте. Потихоньку. Осторожно. О, ты наконец решилась принять мое предложение? Нет, нет. Я осталась без Грова, вот и пришла. К Пате. Ясно. Жаль тебя и твою дочку. Бывший муженек у тебя коварный выродок, как и все мужчины. Комната Пати наверху. Как будто она вам что-то сказала, а вы ответили. Так и есть. Этот жест – элемент древнего танца. Видела, когда жила с мужем на острове Суматра. Нет, в губы не целуй. Спасибо. Спасибо вам огромное. Был рад помочь. О, подождите, я сейчас. Что вы, не стоит. Не нужно. Доброй ночи. Эй, Сайрус, спасибо вам за все. Вы мой герой. Маргарет! Пати! Здравствуй. Какая ты красивая. Знакомься, это Сурая. Привет. Я Маргарет. Здравствуйте. Я могу у вас переночевать? Разумеется. Нам работать всю ночь, так что выбирай себе любую кровать. Большое спасибо.
Мне очень понравилось, как вы танцуете серимби. Мне приятно. А сами танцуете? Конечно. Когда я была совсем маленькой, меня воспитывала гувернантка. Она и обучила меня своим танцам. Коренная яванка. Я так ее любила. И мечтала, что однажды я научу танцевать нон. Но он забрал ее. Тогда до завтра. Я приду утром. Конечно. Люблю тебя, малыш. И я тебя, мамочка. Пока. Но мой муж обманул меня и отнял у меня нон. Месье, чем могу вам помочь? Я пришел забрать свою дочь. Пати рассказывала мне, что работала прислугой в вашем доме на Суматре. И вы оплатили ей билет на корабль, чтобы она сбежала сюда от своего мужа. Верно. Теперь и мне пришлось бежать. Да. Не просто с ними. Мужчины ведут себя как похотливые животные. Но здесь с нами обращаются получше. Мы сами выбираем клиентов, а стоим дороже, чем обычные проститутки. О, да! Я танцую голой и сплю с клиентами. И что? В эти моменты я ощущаю власть над ними, но сама я не могу никого полюбить. А то меня накажет Бог. Для нее любовь запретна. Если полюблю кого-то, придется покинуть это место. И тогда я снова стану нищей и вечно голодной. А я не хочу. Мне здесь нравится. А давай ты посмотришь, как мы танцуем. К Пати как раз пришел клиент. Может, наймете Маргарет Зелли? Думаешь? Хотя с лошадьми она обращаться умеет. Я не против. Я смогу ее убедить, и она примет любые ваши условия. Да ты, друг мой, похоже, в нее влюбился. Ну, быть может. Вы меня раскусили. Только француз смог сказать «быть может», отвечая на подобный вопрос.
Маргарет? Нет, по имени не стоит. Здравствуйте, мадам. Мадам? Добрый вечер, мадам. То есть, доброе утро. А, опять не то. Да что ж такое? Соберись. Я тут оказался неподалеку и случайно проходил мимо и подумал... Итак, не соблаговолите ли составить мне... Позвольте пригласить вас пообедать. Господи, как я жалок. Вперед. Здравствуйте. С вашего позволения, я хотел бы увидеться с Маргарет Зелли. Она здесь больше не работает. Что, простите? Но как? Ее уволили. Понятно. Давай поставим вот сюда. Мне кажется, здесь она будет лучше смотреться. Здравствуйте, мадам. Здравствуйте. Хочу дать объявление. Пройдите вон к тому окошку. Благодарю. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела разместить объявление о поиске работы. Работы? В качестве гувернантки? Да. Думаю, вы лишь напрасно потратите деньги. Но вы не вправе мне отказать. Как вам будет угодно. Я лишь хотел уберечь вас от лишних трат. С вас 1,5 флорина, пожалуйста. Благодарю. Вы же репортер, вы были в суде. Как вы посмели так гнусно оболгать меня? Нет, мадам, я не соврал. Я лишь приукрасил правду. Но я готов заплатить вам за интервью, только не скупитесь на подробности попикантнее. Попикантнее? Попикантнее? Гадкие стервятники! Здравствуйте, святой отец. Исповедуйте меня. Мне вновь и вновь снится, как я вонзаю острый нож в своего мужа. Я просыпаюсь, дрожу от ужаса и никак не могу уснуть. Лежу и представляю, как именно убила бы его. И эта злоба в душе пугает меня. Мужчины вызывают во мне странные чувства. И я хочу заставить их страдать и водить ими, как марионетками. Злоба в сердце, как гниль, что погубит тебя. Лишь любовью вымощена дорога в царствие Господне.
По любви ли ты вышла за мужчину, которому испытываешь столь ярую ненависть? Нет, святой отец, но я пыталась его полюбить. Я чувствую себя одинокой, обманутой, униженной. Я перестаю верить в Бога. Что же мне делать, святой отец? Прошу, помогите. Умоляю. Молись неустанно, дитя мое. И тогда встанешь вновь на путь истинный, и Господь направит тебя десницею своею. Называют шлюхой, ну и что? Шли их к черту. Обыграй их. Заработай столько денег, чтобы они все заткнулись. И твой ублюдок-муженек в первую очередь. Но как же мне заработать? Меня не желают нанимать. А я найму. Пати сказала, что ты танцуешь. Будешь работать с ними. Я танцую с 5 лет. Она никогда не сможет так же. Не согласна. Но ей нельзя спать с мужчинами. Если она станет проституткой, то дочь ей никогда не вернут. А иначе нельзя? Нет. У Пати и Сурая есть клиенты. Их надо обслуживать. И нам платят больше, чем обычным проституткам. Я не могу пойти на такое. Понимаете? Пати права. Если суд узнает, что я продаюсь. Пати следует поменьше говорить. И не забывать своих благодетелей. Я все помню, мадам. Но Маргарет не сможет таким заниматься. Если бы у меня хватило денег отсудить и забрать дочь, я уехала бы отсюда навсегда, куда подальше. Здравствуй, Полин. Доброе утро. Можно мне что-нибудь выпить? Сейчас налью. Спасибо. Я вам помогу. Что, простите? Но как? Аквитания отплывает завтра утром в Брест. Это во Франции. Я знаком с человеком, арендовавшим судно. Он мой хороший друг. Уверен, он не откажется помочь даме с ребенком. Вы так добры, Сайрус. На него можно положиться? Он надежен? Конечно. Не бойтесь, госпожа Зелли. Все наладится. Мне очень жаль, что у тебя ничего не вышло с этой дамочкой. Но пойми, корабль отплывает уже завтра в 7:30 утра. Знаю. Только не пойму, за что ее выгнали. Прочти, что в газете пишут. Маргарет Зелли окончательно заморала свое имя? Она пила, курила опиум и, будучи женой голландского офицера и матерью его детей, принимала у себя любовников. На ее совести смерть младшего ребенка. Она заразилась от любовника болезнью, уже будучи беременной. И ее супруг не в силах более вынести такое горе. Какая чушь! Я не верю ни единому слову. Ты ее совсем не знаешь. Так почему же тогда не верить написанному? Я понимаю, что вы оберегаете меня и хотите, чтобы я прекратил думать о ней, Да, ведь тогда… да, ты прав. Хочу, чтобы ты думал только о работе. Добрый день, месье Мольер. Здравствуй.
Корабль полностью готов к погрузке. Можем начинать? Габриэль, иди с Айрусом, я подойду позже. Проследи за тем, чтобы груз был хорошо закреплен. Сам знаешь, путь предстоит не близкий. Мы несколько месяцев готовились. Когда я добежал до здания суда, ее уже окружили репортеры. А завтра мы отплываем, и я никогда ее не увижу. Смотрю, она произвела на тебя впечатление. Она на всех произвела впечатление. Прочти. Погоди-ка. Да это ж Маргарет. Я же тебе о ней рассказывал. Ее нужно провести на корабль. Ты не шутишь? Ни капли. Это точно Маргарет. Подруга Пати. Ну, тогда где же она? Утром она вместе с дочкой будет стоять у причала. И поднимется на борт твоего корабля. За это и выпьем. Да, за это. Тихо! Разбудишь девочку. Я убью тебя. И закон будет на моей стороне. Делай, что я скажу, если хочешь жить. Умоляю, нет, нет. Ах ты, тварь. Убью. Папочка! Умоляю, не убивай меня, Маргарет. Пощади. Пощади. Бегите! Она лишилась рассудка. Вы ранены? Она пыталась убить меня. Ты бросила свое дитя и хочешь убить ее отца? Ты чудовище! Это не так. Я прекрасно понимаю. Рудольф мне все про тебя рассказал. Теперь все знают про тебя правду. Ты видишь, как ты испугала свою дочь. Убирайся! Уложи девочку спать. Иди в мою комнату. Но он... Который час? Думаю, тебе надо успокоиться. Я лишь спросил, который час. Не бойся, она придет. Нет, правда, который час? Пять минут 8. Все нормально. Еще почти полчаса. Что-то случилось? Она придет. Дай мне адрес той таверны. Осталось всего 20 минут, ей уже пора быть здесь. Что-то не так. Эй, парни! Чего стоим? Месье Малье, нельзя ли задержать отплытие? Мы приведем Маргарет Зелли. Отпустите? Капитан. Отходим через 25 минут. Хорошо, но чтоб через полчаса как штык. Разумеется, спасибо. Идем.
Где Маргарет? А где твои манеры, Сайрус? Прости меня. Доброе утро. Так где она? Уплывает на Аквитании с тобой. Так ее здесь нет? Похоже на то. Она сказала, что собирается в путешествие. Она разве не с вами? Не с нами. Но куда же она тогда пошла? Она надела шерстяное платье и пальто. Я спросила, неужто во Франции так холодно? А она лишь улыбнулась. Пальто? Шерстяное платье? Угу. Тяжелая одежда быстрее утащит ее на дно. Я боюсь, Маргарет решила утопиться. Но где? Она спрашивала, с какого пирса открывается самый красивый вид. Мол, хочет попрощаться с городом перед отплытием. И что ты ответила? Пирс Кафье? Бежим, медлить нельзя. Давай. Скорее. Сюда? Да-да, вперед. Маргарет! Где же она? Где? Вытаскивай ее. Быстрее! Вытаскивай. Маргарет, Маргарет, пожалуйста. Давай. Усади ее. Усади. Ей трудно дышать. Дыши, дыши. Все хорошо. Все хорошо. Надо отвезти ее в тепло. Я боялся, что потерял вас. Поедемте со мной в Париж. Живите у меня сколько вам будет угодно. Мы обязательно будем бороться за вашу дочь. Я буду рядом и поддержу каждый ваш шаг. И помогу начать новую жизнь.